Ваши рыбки клевали, да вы их поймать не дали. Вот теперь сами ее и ловите, большую и маленькую. Приветствую зрителей моих каналов, моих зрительниц. Сегодня 8 марта, поэтому поздравляю наших любимых женщин. Женщин-рыбачек, женщин-подруг, которые нашему увлечению потакают, ну или хотя бы не препятствуют. Поэтому с большим женским праздником, весенним праздником цветов, любви. Ну и те, кто ловит больших уловов. Тишина. Все, видимо, мужчины на рыбалке, но мне дали карт-бланш сходить на речку. 8 марта, 8 градусов мороза и ветер, наверное, 8 метров в секунду. Все совпало. Осталось поймать 8 рыбок. Это у нас программа максимум. Проблема в том, что я пакет дома забыл, поэтому, скорее всего, всех придется помиловать. Ну, я не знаю, будет ли вообще что-то клевать. И кроме того, что у нас 8 марта и праздничный выпуск, еще это и ретро-выпуск. Ловить я буду вот на такой комплект. Судя по логотипу МДО «Рыболов-спортсмен Москва», удочка выпущена в годах, наверное, в 70-х. Но неожиданно розово-оранжевого цвета. На самом деле могли быть абсолютно любого цвета, но мне комплект попался вот такой, и это навело на мысль сделать вот праздничный зимний-весенний выпуск. Больше я других никаких снастей не брал, только классическая зимняя мормышка советского производства. Соответственно, мормышки штук 30, 3 вида лески, одна удочка, 3 сторожка, опять же, на всякий пожарный, и коробочка с мотылем, там 2 щепотки мотыля и все. Есть мормышки, оснащенные бисером, но на тот момент ловля на пустую мормышку только зарождалась и клевала эпизодически и довольно редко. Ну а сейчас практически весна еще не началась, все еще глухозимье, так еще и ветер не с той стороны. У нас, когда слышно поезд, а я вот прекрасно слышу, станция больше, чем километр от, ну, железная дорога, больше километра от этого места, но слышно поезд, как будто он идет там на соседней улице. Соответственно, рыба клевать вряд ли будет, но я постараюсь. Сейчас я оснащу удочку. Покажу, что из чего комплект состоит, если там через крышечку не видно. Вот сама удочка. Удочка с глухой оснасткой, то есть ставится вот такое мотовильце, их тут 3. Одну вообще розовенькую леску намотал. Это флюорокарбон. Полиэстер от Дунаева ради смеха. Так, леска 0,12, потому что 0,1 в советское время практически никто не пользовался. Это какое-то безумие было. Потом только в конце поверили, что на это можно ловить, да и лески были довольно посредственного качества. Скорее всего, леска была бы где-нибудь 0,15. Здесь вот 0,1, потому что ее достаточно будет. 2 сторожка лежат в коробке и штук 30 мормышек разных. Так, удочка представляет собой еще и контейнер, в который хранится сторожок. Это тоже вот советский с птичьего рынка. Мой друг когда-то его приобрел, а я у него выменял на крючки. Так, чтобы спаять мормышкой, надо было еще где-то найти крючки. Кончик здесь был голубого цвета, как ни странно, но пришлось заменить тоже на советский, но такой вот мягкий, потому что тот от времени перестал нормально работать. Так, то есть поломался очень быстро. Соответственно, леску мы продеваем через сторожок и дальше, но регулировать мы ее можем только наматывая, например, сматывая с мотовилец, ну, логично, да, что есть не катушка. Мы в мое время уже не пользовались такими удочками, считали их устаревшими и какими-то детскими, ну да, вроде какая-то ерунда, но в целом почему бы и нет. Тонкой регулировки длины не получается, неудобно, и леска такими маленькими саженьками получается, то есть изгибы постоянно, но выпрямить, естественно, можно. Если глубина небольшая, почему нет, можно ловить и с глухой оснасткой вполне нормально. То есть удочка будет примерно так вот выглядеть. Сейчас мы напялим сторожок. Так. Я попробовал, мне удобнее ловить, держать, по крайней мере, ее вот таким вот образом, то есть, чтобы мне не мешало мотовильце, и дальше ловить. Сейчас я привяжу мормышку. Мормышка будет самая простая советская дробинка летая. Начнем с нее, а дальше посмотрим, что из этого выйдет. Удочка собрана, мормышка привязана, мотыльница деревянная советских же времен. Пешня моего деда, он ростом был невысоким, поэтому я сейчас несколько намучился, потому что в последнее время с длинной ходил. Черпак, так, постсоветский, но на самом деле тоже из 90-х, там
конца Советского Союза отец на работе попросил сделать, я им до сих пор пользуюсь. Так, мотыля. В советское время мы ловили на мотыля мелкого, а крупные это же надо было либо мыть самому, либо в городе покупать. Соответственно, ловили на мелкого. Мормышка-дробинка, кто не в курсе, просто свинцовая. Крючок немножко отогнут, это у них специально так было, чтобы была лучшая зацепистость. Я ловил прям на крупную. Сейчас вот ставим эту мелкую, довольно изящно. Не червяк это, девушки. Раз у нас мотыль, сначала можем поставить, если получится ее поставить, удочку стоячая. Посмотреть, может быть, кто-то мотылем заинтересуется. Так. О, видали? Оп. Нет. То есть рыба как минимум есть. Опа, первая рыбка. Причем нормального размера кушок. Странно. С 8 марта, дамы. Вон какой яркий, почти как цветок. Так, мотыля он, зараза, сбил уже на бок. Придется еще один. Сейчас у нас в конце концов большой пучок мотыля, кажется. Возьмем еще одного насадим. А дальше у нас клюнет какая-нибудь здоровая рыба, да? Так, работает, видите, советская снасть-то. Сейчас 24-й год, а это примерно середина 70-х, то, что у меня в руках. И, тем не менее, все вполне работоспособно. Так, продолжаем. Пускаем на дно, приподнимаем и начинаем проводку. Оп. Еще один. Ну, этого давайте отпустим. Будем хотя бы через одного, да? Блин, далеко до воды плохо. Не буду даже поправлять, прям с открытым крючком. Не должна клевать, но клюнет. За мотыля. Почти тост. Эх, мотыля я взял совсем мало. Блин, да что ты. Все. Съели полностью. Рыба активна. Так, цепляем опять одного. Опускаем на дно, приподнимаем. Блин, там еще веточки какие-то на дне самые. Ать! Ать! Блин, зараза, сбил небось уже, да. Интересно. Так что, в принципе, если вы никогда на рыбалку не ходили, дамы, то можно было бы и попробовать. Видите, это довольно интересно. Если вы одеты достаточно тепло, и с собой там взять, не знаю, там термос с чаем, бутерброды, это довольно весело. Опускаем. Пусть вам мужчины ваши насаживают мотыля, ну или ловить учитесь без мотыля на пустую. Эх ты, по губам. Остался один кусочек. Интересно, с таким кусочком. В некоторых книжках рекомендовали ловить на голову мотыля. Ну, вряд ли, конечно. Рыба же не дура. Дура. Видали? На пустую.
Ну, почти, то есть там почти ничего не осталось, он его догнал, и я его подцепил случайно. Почти. Сейчас мы его... Да отпусти меня, пожалуйста. Кто кого поймал, интересно. Так, соседнюю лунку буду отпускать, благо она близко, а то рыбу бить об воду, она на это не рассчитана в принципе. Поэтому там выпускать, шмякнув его об воду, ну, отбили ей все внутренности, плохо так. Рыба мне ничего плохого не делает, поэтому я ей тоже постараюсь ничего плохого не делать, ну, большей части. Вот вам аквариумный вариант. Пошел, насвояйся. Сейчас я его, блин, его даже ухватить тяжело. Вот это секелявково. Я не буду поправлять. На дно. Активно как клюет. К 8 марта вам бешеный клев обеспечен. Эх ты по губам. И опять съела, конечно. Так мне мотыля не хватит. Надо было еще брать искусственную. Я хотел связать как бы две эпохи, то есть советскую с мотылем и современную с искусственными приманками. Так. Но на мой взгляд, зимой все-таки спортивнее ловить на всякий там бисер. Уже клево. Вот мимо. Поклевка была вдогон. Уже, наверное, сбил мотыля. Эх, опять по губам. И опять съела. Зараза. Кормежка мотылем. У меня даже тряпочка такая женская, розовенькая для мотыля. Мотыль рубиновый, красота. Скажешь, фу, червяки, фу. Зато рыба, смотрите, какой есть. Сожрали опять. Звери, а не рыбы. Осталась одна голова от мотыля. Попробуем обдурить. Она даже на это клюет. Сомневаюсь, что это рыба была, потому что ловлю я фактически уже на совсем пустую мормышку. Так. Ловлю я без ящика, на коленях. Дорогие дамы, дорогие рыбы. На коленях перед вами ползать приходится. Маленький, но красивый. Люблю окуня. Во-первых, он задорный, во-вторых, он цветной, красивый. Так. Столько цветов в одной рыбе, прям не рыба, а букет.
опускаем до дна, приподнимаем, начинаем проводку. Опять маленький. Давайте того страдальца отпустим, что ли, все равно. Нет, пока он не замерз окончательно. Это у меня жабры замерзнут, и все, я отпустил. Так. Пока он не успел замерзнуть. Если будет клевать уже последовательно нормальная рыба, то придется брать. Ну а так обещал отпускать. 8 рыбок я-то уже поймал, в принципе, да? Эть, мимо. Вот рыбка. Бешеный клев. Так. Это только первая лунка, но на самом деле может только в ней клевать. Потому что я знаю, что здесь окуни есть. Отпустил. Потому что я их в прошлый раз здесь половил немножко. В другом месте ловил вообще нифига. Просидел 3 часа. Хотя более как-то это интересное место было. Эти мотыли здоровенные прям. На хорошую рыбу, а клюет вот такая шелупонь. Так. Уже клевало. Блин, съела. Опять на башку. Буду ловить. Получится кого-нибудь соблазнить? Малым. Что-то было. С подозрением относится к так. О, блин. Тем не менее, все равно продолжает пытаться съесть то, что осталось. Даже на этот огрызок клюет. Вот он, полосатик. Опустили. Спортивная рыбалка. Кто кого обдурит. Вот тебе и дробинка обычная, видите, никаких проблем, рыба клюет. Так, ну давайте ей все-таки мотыля дадим. Без мотыля ей совсем скучно. Она наверняка ходит, рыба, с недоумением. Что за байда такая ползает? Железная. Есть-то чего. Так. Попробуем по-другому насадить. Чтобы меньше болталось свободного мяса. Так, от червяка насадил, действительно, чулком. Женщинам понять не будет. Оп. Отзывчивая какая рыба сегодня. Не стал поправлять. Просто будет крючок торчать на полметра. Так. Ой, там чуть узел сегодня завязал. На леске. Да блин, неудобно. Лески много в руке. Опускаем.
По губам опять кому-то. Так. Очень азартная рыбалка, смотрите, мелочь, но приятно. Так, мы же для веселья ловим, а не для пропитания. Хотя и поймать бы, конечно, что-нибудь интересного тоже хотелось. Но пока внятных размеров был только один. Почти нормальный. Так, давайте еще вот мотыля словим и попробуем другие лунки. В противоположном конце льдины. Махонький. Вообще беспрерывный клев. Так, правильная конфигурация насадки мотыля найдена. Не успевают стащить. Ух ты, как дернуло-то. Мотыль еще остался немножко. Я всю ногу уже отсидел. Сижу на сапоге. Молодцы. Огольцы. Так, отдай. Все, там какие-то эти. Шкурка одна осталась от колбасы. Даже на нее клюет. Ладно, сейчас вообще прозрачный кусочек, не пойми чего. Даже на это клюнул. Смотрите, какой конопатый. Так, ладно, меняем место, лунку. Вернулся на первую лунку, потому как здесь наиболее активен окунь. Ну, видите, пусть и мелкий, но активен. А в других либо единичной поимки окуня, либо вообще ничего. Так. Аккумулятор разряжается стремительно, холодно. А здесь продолжает рыбу ловить. Так что сегодня, дорогие дамы, вас поздравляют окушки. Ну и я заодно. Поэтому давайте поактивнее на канале. Подписка, репосты, лайки. Не забывайте про дзен. Я там еще и пишу, кроме того, что ролики выкладываю. Ну и мужчины, не подводите своих дам. Ну и канал, соответственно, не подводите. Подписываемся активней, комментируем. Ходим на рыбалку, радуемся жизни. Всем весеннего настроения, мира, любви, здоровья. Ну давай, Кушок, поздравь еще всех. Вот он, крайний поздравительный окушок. Все, всем пока.